В этом ролике я покажу билд на Сирену, с которым вы максимально быстро сможете фармить новую локацию дрейфующего судна «Зона объекта среднего размера», чтобы скрафтить новое оружие мечи. А именно, один забег занимает всего около 3,5 минут с открытием хранилищ. Без их открытия вообще меньше 3 минут. По моим подсчетам, для полной прокачки мечей забегов необходимо около 300. Следовательно, чтобы сэкономить десятки часов своего свободного времени, нужно вкачать самый имбовый билд на Сирену в The First Descendant, который я вам и покажу. Погнали. Да, к сожалению, вы не ослышались. Чтобы полностью вкачать два меча, нужно сделать около 200-300 забегов на дрейфующее судно. Если с плохим билдом и рандомами вы будете тратить около 10 минут на один забег, то с билдом Сирены, который мы разберем, и при игре в соло времени будет уходить в 2 раза меньше, а именно 3,5 минуты. Следовательно, вместо 40 часов мы потратим всего 20. Но все же рекомендую не сидеть по 10 часов каждый день, чтобы как можно быстрее зафармить мечи. Зачем это вам? Кайфуйте, заходите в игру на пару часиков, проходите ежедневные задания и не парьтесь. В общем, пойдем наконец билд смотреть. В конце расскажу, как с ним играть. Дам очень важные советы. Начнем с модулей Сирены. Ничего сверхъестественного. Благодаря модулям получается бесконечный полет, огромное количество здоровья и хороший урон. Как видите, нам даже не нужен триггер-модуль. Реактор, между прочим, тоже любой, поскольку урон идет у нас не от навыков, а от пушек. Нам важны только характеристики на реакторе, а именно повышение длительности и перезарядка навыка. Внешние компоненты — комплект восхождения. Обратите внимание, что он нужен нам для пополнения боеприпасов, то есть мы просто, как обычно, будем в воздухе постоянно летать, использовать третий навык, и вместе с ним каждые 10 секунд будут восполняться патроны. К тому же обязательно нужно выбить вот такие статы, поскольку без них будет не так комфортно постоянно быть в полете. С маной будут проблемы. В целом, настоятельно рекомендую полностью скопировать билд, особенно новичкам. Как я показываю в ролике, так и должно у вас быть. Усиление инверсии. Усиление ударной точки для увеличения урона. Патроны с фокусировкой на холоде, поскольку у валгусов дрейфующего судна уязвимость именно к холоду. Это легион бессмертных. И механизм контроля огнестрельным оружием. Тоже для увеличения урона. Настройка архи вот такая. Сверху мутаген, нейтрализация защиты. И самое главное — оружие. Мы будем использовать древнее пламя для уничтожения обычных мобов, а вот чтобы быстро зафармить босса в конце миссии, возьмем кавалерийское оружие Альбиона. Начнем с древнего пламени. В этой сборке увеличивается максимальное количество патронов, чтобы архотик и баф комплекта внешних компонентов восхождения давали как можно больше боеприпасов. Также в сборку нужно добавить модуль анализатор вуали, чтобы мы могли пробивать синие щиты. Ядра и характеристики просто копируем. Следующая пушка — кавалерийское оружие Альбиона. Вот такие модули, ядра и характеристики. Повторюсь, что эта пушка нам нужна только для финального босса. Не забываем про архотика, в нашем случае лабрадор или же охотничий пес сумеречья. Он будет нам давать патроны каждые 40 секунд. Еще рекомендую обратить внимание на ховербайк, как странно это ни было, поскольку локация ведь большая, перемещаемся долго, ховербайк нужен соответствующий. Я рекомендую вихрь. Он самый быстрый, хоть и менее маневренный. Само собой, нужно докачать его до конца, до 10 уровня. И если хотите по максимуму сделать ховербайк быстрым, придется покрутить статы. Я рекомендую что-то похожее, как у меня. Как понять, что вы накрутили хорошие статы? Просто опробуйте байк в гоночных миссиях Аксиона. Если вы можете их пройти, получив лучшие награды, значит статы у вас хорошие. Однако в любом случае ховербайк на дрейфующем судне далеко не самое главное, в отличие от билда и тактики. К ней перейдем. Начнем с самого важного. Нужно зайти в настройки и отключить эффекты взрывов. Если этого не сделать, вы мало чего сможете разглядеть в огромном облаке дыма, который делает древнее пламя. А играть обязательно нужно в соло, ну либо с друзьями, у которых такие же билды, поскольку от количества тиммейтов зависит здоровье валгусов. Следовательно, рандомы сейчас слабоватые, поэтому идите лучше соло. Что ж, после появления на локации в первую очередь проверяем, чтобы в руках у вас было именно древнее пламя. А то у вас в руках может оказаться оружие Альбиона после первого забега на судне. Из-за этого мы несколько секунд потеряем в самом начале. Итак, убедились, что держим древнее пламя, запрыгиваем на ховербайк, мчим до первых монстров, само собой не обращая внимания на маяки. Мы и без них финального босса валить будем за считанные секунды. Сразу в прыжке на ховербайке используем 4-й навык. Его эффект должен постоянно висеть на нас, чтобы урон был хороший. Навык обязательно всегда активируем только в воздухе, поскольку на земле он дает
дает другой баф. После используем моментально второй навык для парения и третий, поскольку после пробега от одной пачки валгусов к другой нужно перезарядиться и ускориться, что и делает третий навык. К тому же, благодаря комплекту внешних компонентов мы каждые 10 секунд восстанавливаем патроны при перезарядке, поэтому если у вас они закончились, просто несколько раз используйте третий навык и они восполнятся. Зачем нам вообще постоянно быть в воздухе? Во-первых, так удобнее, и во-вторых, благодаря пассивке в воздухе мы наносим в 1,5 раза больше урона, чем на земле. Ну и в-третьих, так быстрее. С азами разобрались, теперь как стрелять. Стоит ли экономить боеприпас? Обязательно. Используйте его с умом. Особенно в самом начале, когда наш архотик и комплект внешних компонентов не нафармили нам патроны. То есть на пачку валгусов можно отправлять по 3 снаряда. Будьте уверены, почти во всех случаях от этой пачки не останется и следа. Однако не забывайте, что на вас должен быть наложен баф 4-го навыка, и вы должны находиться в воздухе. В общем, просто делайте все, как показано на видео. Да, выглядит сложно, но на практике вы сложности никакой не заметите. Нужно будет только привыкнуть к постоянному полету, понимать, где вы находитесь в пространстве. На это уйдет максимум полчаса вашего времени. Кстати, расположение врагов со временем вы тоже запомните и будете с каждым разом все быстрее пробегать дрейфующее судно. На самом деле, вот и вся тактика. Залетаем на хуербайке в толпу, используем 4-й навык, дальше 2-й и 3-й, аннигилируем валгусов и едем к следующим. О боссе расскажу позже. Теперь насчет хранилищ, в которых находятся материалы для крафта мечей. Нам нужны только те, что светятся синим цветом, то есть вот такие маленькие и большие, именно синие. Есть еще маленькие и красные, для их открытия не нужны специальные ключи, которые нам дают после успешного забега, их можете открывать. Я вот сам открываю их постоянно. И еще есть желтые большие хранилища, в них лежат материалы для крафта архотиков. Они нам не нужны, поэтому просто игнорируйте их, если у вас уже есть архотики. Продолжаем тему хранилищ. Я рекомендую в 2 местах на локации не открывать их, а именно здесь и здесь. В обоих случаях нам мешают валгусы, и в целом, чтобы добраться до них, нужно затратить много нашего ценного времени. Да, это и бессмысленно. У вас на локации и так есть множество хранилищ, где можно гораздо проще и быстрее залутать материалы для мечей. К тому же скапливаются ключи у вас не будут. После каждой миссии на руках мы имеем 6 ключей. Один сразу улетает на открытие финальной награды после убийства босса. Остается 5. На всем дрейфующем судне 22 ящика. Делим на 2, поскольку 2 из 4 типов ящиков нам нужны, значит 11. В среднем на каждой локации спавнится 11 нужных ящиков, а ключей всего 5. Так зачем забегать в места, которые так много времени тратят? Лучше давайте бегать туда, где удобнее и быстрее. Если мы пропустим 2 места, которых я упомянул, на все локации останется 12 ящиков. В среднем 6 из которых нам полезны. Получается, по статистике, один ящик мы даже не сможем открыть, поэтому не переживайте. Я разрешаю пропустить вам 2 залежи этих ящиков. Наконец перейдем к боссу. Залетаем к нему, как обычно используем 4-й, 2-й и 3-й навыки. По КД стреляем туда, где он появляется. Как только увидели синий щит, берем в руки оружие Альбиона. Пока мы переключаемся, ракеты долетят до босса и сломают щит. Этот щит может сломать только древнее пламя, благодаря модулю, о котором я говорил. После снятия щита наяриваем по боссу из пушки. Спустя пару забегов вы поймете, как можно легко уворачиваться от атак. При переходе во 2-ю стадию снова берем в руки древнее пламя, стреляем в босса, используем 4-й навык, пока летят ракеты и уничтожают валгусов вокруг. Снова переключаемся на оружие Альбиона и добиваем этого ниндзя. Смотрим на F2, сколько времени потратили, радуемся, открываем финальный ящик, перезагружаем миссию и все по кругу. Опять же, не забудьте в самом начале забега проверить, какое в руках оружие, чтобы не заруинить самое начало. На этом все. Рассказал максимально подробно, как смог, чтобы все вопросы отпали. Если же остались, пиши в комментарии, сразу отвечу. На момент записи голоса у меня вообще рекорд по времени 3 минуты 16 секунд. Это с учетом открытия хранилищ. Я думаю, можно и быстрее с этим справиться. Рекомендую также пользоваться мини-картой в углу экрана. Очень полезная вещь, особенно в скоростных забегах. Также держи полный билд на одном слайде как награду, что досмотрел до конца, но советую сначала поставить качество видео 2К. Мне надо было просто уместить весь билд на один слайд, поэтому в этот раз буковки получились крайне маленькими. Больше вот таких удобных картинок с билдами находится у меня на Бусти. Там билды выходят гораздо быстрее, чем на Ютубе. И в целом многие билды существуют
существует только там. К тому же цена подписки достаточно символичная, всего 100 рублей. Я бы и бесплатно выкладывал, но чтобы это делать, надо на что-то жить. Поэтому приходится пользоваться Boosty. В будущем, надеюсь, он мне больше будет не нужен, когда вас, подписчиков, станет много. Так что подписывайтесь, ставьте лайк или дизлайк и пишите комментарии для продвижения ролика и игры. Не дадим ей загнуться. Особенно важно это делать сейчас, в наши времена, поскольку YouTube в России блокируется. Также подписывайтесь на мой новостной телеграм-канал по The First Descendant, залетайте на Twitch, где я тестирую такие билды на стримах, и используйте мой код автора в описании. Там просто нужно перейти по ссылке, залогиниться и нажать кнопочку «Поддержать». Пишите в комменты, какой билд делать следующим, может на мечи или на сирену для еще лучшего прохождения всего остального контента в игре. Она ведь все еще самая имбовая. Или сделать ролик с Луной. На Бусти билд-то я выложил, а вот до ролика руки не дошли. В общем, идей много, жду ваших сообщений. Увидимся.